Сегодня вы узнаете, как авиационный радар помогает обнаруживать наземные цели, почему А7Д бесполезный кусок самолета на фоне фантома, и с какой максимальной дистанции может работать АГМ-65 Maverick. Всем привет! Сегодня поговорим о системе видимости, Основ. Глыба. Один из китов, на которых держится мир танков. то есть о засветах. Да, вы не ослышались, речь пойдет не про лоды или какие-то баги, а про самые настоящие засветы, как в той игре про картошку и крепкую мужскую дружбу. Это маленькое видеорасследование не будет строиться на каких-то догадках, жопных ощущениях или на каких-то редких багах. В видео я вам покажу сухие цифры и логику, по которой работает игра. Изначально я хотел рассказать о всех засветах, присущих совместным симуляторным и реалистичным режимам, но информации оказалось слишком много для одного видео, и из-за этого сегодня поговорим лишь о штурмовиках. Все испытания проводились в полигоне, но чуть позже я вам предоставлю исчерпывающие доказательства того, что в рандомном бою все работает точно так же. Дистанцию засвета будем оценивать в разных условиях. Если быть точнее, то протестируем разницу между обычным обзором, прицельным приспособлением ракет АГМ-65, обычным обзором с включенным авиационным радаром и прицелом ракет АГМ-65 с включенным радаром. Тестировать все будем на 7 подопытных с разным уровнем заметности, где Тунгусская и Гепард имеют максимально возможную заметность в 250%, а Лакуст имеет минимальную заметность в игре, равную 62%. Эксперименты проводились на двух разных самолетах, но как показали тесты, ни модель самолета, ни уровень прокачки экипажа никак не влияют на видимость. Под обычным обзором, конечно же, подразумевается максимальное приближение в кабине самолета или от третьего лица. Без зума видимость танков крайне убога, и вся видимость любых наземных целей заканчивается на 2-3 километрах. Если же использовать приближение, то 3 зенитки светятся уже на дистанции в 8,5 километров, несмотря на то, что у одной из зениток заметность меньше, чем у остальных. А уже после 5,5 километров начинают проявляться танки в порядке убывания заметности. Теперь взглянем на все это через прицельное приспособление ракет АГМ-65. Тунгусская и Гепард появляются одновременно на дистанции в 14 километров. Чуть позже на дистанции в 11,5 километров появляется сержант Йорк. И уже сильно позже, после 6 километров, начинают проявляться ОБТшки. Это единственный случай, где мы видим линейную зависимость дальности обнаружения танков от параметра заметность. Но из-за того, что танки имеют в разы меньшую заметность, чем зенитки, мы их видим на абсолютно неадекватно близких дистанциях. С включенным радаром все танки, кроме Лакуста, светятся на 8,5 километров. Лакуст же начинает светиться только после 7 километров. Теперь перейдем к самому интересному. К прицелу АГМ-65 и включенному радару. Уже с 16 километров мы видим Леопард. Чуть позже замечаем БВМ, и весь пласт топовой техники виден уже после 14 километров. Один лишь Лакуст опять светится после 7. Я понимаю, что факт засвета наземной техники авиационным радаром звучит абсурдно, как и само наличие подобных засветов в такой игре. Но вот вам доказательство с рандомного боя. Как вы видите, два танка просто пропадают при отключении радара и моментально появляются при его включении.
Если вы думаете, что такой бред творится только в СБ, то вот вам пример из РБ. Абсолютно та же картина. При выключении радара часть танков просто пропадает. Теперь давайте взглянем на все это с другой стороны. Узнаем, на какую дистанцию штурмовиков видят зенитчики. Про метки на радаре мы говорить не будем, тут и так все ясно. Поговорим о видимости самого самолета. Для того, чтобы выяснить дистанцию засвета самолета, я попросил Макса улететь в точку и потом влететь обратно в засвет. После чего я сделал запись с реплея и синхронизировал ролики с помощью чата. Теперь мы видим, на какой дистанции находится самолет в каждый момент. По итогу, без радара мы видим цель на 13,5 километров, а с радаром цель можно наблюдать вплоть до 20 километров. Видимость техники нерфилась годами. С переходом на одну из новых версий движка также начали проявляться повсеместные проблемы с лодами, которые улитка никак не может решить. А сверху еще приходится иметь дело с засветами, которые порой проявляются ближе эффективной дальности работы некоторого вооружения. Например, при игре на СМД, у которого нет радара, ты вынужден подлетать к танку на 6 километров, и только потом у тебя будет возможность найти его. А ведь надо еще успеть навести в ту сторону самолет, захватить цель и произвести пуск. И это все на одном поле с тунгусскими и 21-ми мегарями. Засветы — это какой-то атовизм. В игре давно появилось вооружение, способное уничтожать танки на 10 плюс километров, а у земли появились зенитки, способные сбивать цели на таких же дистанциях. И самое интересное, что зениткам дали засвет в 20 километров. Самолетам же, которые могут отрабатывать с такой же дистанции, дали засвет, как у поршней, кидающих бомбы со 100 метров. Здравой дистанции засвета для любой техники без мэвериков и радара я бы назвал дистанцию в 12-15 километров для топов и в 8-10 километров для среднего низкого ранга. Но глядя на вектор развития улитки, боюсь, нам это не светит. Закрыл микрофон. Иногда. Слышу ракет. Вы все говно!